Приветствую всех, всем добра. Сегодня мы будем катать War Tales. Она вышла вчера, и мы ее пощупаем, да? Как всегда, на максимальном уровне сложности и Iron Man. То есть у нас будет всего лишь одна попытка, без сейвов, только хардкор, только страдания. Так, начинаем, соответственно. Ваши спутники у нас тут на выбор есть. Друзья подмастерья. Это мечник, лесничий, лучник или дикарь. Люди, сопровождающие потерявших нанимателей купцов. Мечник, воин, копейщик, дикарь. То есть два танка, копейщик и получается ДПСер, кинжальщик. Тут у нас мечник, воин, лучник, лесничий. Фермеры. Дикарь, копейщик, копейщик, лучник. И разбойники. Дикарь, лесничий, лесничий, лучник. Но мне больше всего нравятся люди, сопровождающие потерявших нанимателя купца, потому что мы получим денег, да? И получим неплохих воинов, копейщика и дикаря. Дальше. Бонусы. Выберите свою судьбу. У нас тут тоже есть выбор. Снижают скорость, с которой набирается усталость отряда на 10%. Неплохо. Получаемый в бою опыт на 10% и влияние на 10%. Ну, такое себе, потому что у нас будет динамической, под нас будут динамически подстраиваться враги. Соответственно, если мы будем 8 уровня, враги будут тоже 8 уровня. То есть рашить уровня нам смысла вообще нету. Телосложение, я вот выбрал телосложение из-за того, что оно влияет на здоровье, а у нас всего лишь одна жизнь. Соответственно, чем больше здоровья, тем больше шансов выжить. Критический урон неплохо, как бы, но десяточка, да, такое себе. И стоимость продажи всех предметов неплохо, как бы, для торгашей, да, но мы все-таки выберем выживаемость. И недостаток. Короткий вид, грузоподъемность ниже. Тут у нас счастье ниже, да. Критический урон. В принципе, вот критический урон на 3, возможно, и нормальная тема. 3% не так много. Опасность во время стоянки повышена на 10%. Это рискованно. То есть это всегда засада будет. И мы можем отгребсти, если мы ранены. Или же жалование, выплачиваемое на 1 этот самый рубль. В принципе, давайте, наверное, возьмем жалование, как-нибудь да выкрутимся. И два варианта: региональное или адаптивное. То есть где-то тут очень будет легко, а где-то очень сложно, но к середине игры мы просто всех проносим, поэтому региональное исследование — это для казуальщиков очень простое решение. А вот адаптивная, сложность всех регионов динамически адаптируется к размеру группы и силы ваших бойцов. Игра всегда сможет бросить вызов вашему отряду. Вот это уже то, что доктор прописал, поэтому выбираем адаптивное. Ставим максимум эксперт и железные люди. Одно сохранение, один шанс. Вы не сможете вернуться, и конец игры будет необратим. Это самый сложный и требовательный режим игры в War Tales. То, что надо, да? Название давайте сохраняем. И погнали. Так, вот наши ребята. Ну, давайте, чтобы было честно. Под каждым видео, кто первый напишет имя, того я буду называть по очереди, да, то есть это получается будет на первой трансляции, вторая, третья, четвертая. Ну и по увеличению отрядов будем называть еще людей, так что кто хочет, пишите в комментариях, первый человек получит имя. Топорист, да? Ну, я начну с щитом, да, чтобы играть более безопасно. Получить черту тоже приятно. Давайте подумаем, что нам надо. Жалование уменьшено. Оборона.
Так, давайте я сейчас подумаю, да, и тогда вам расскажу, когда уже все выберу. Так, ну что, получается, здесь я выбрал рубящий удар, да, и на самом деле я вот думал ослабление, но по большому счету а, можно и ярость, наверное, выбрать. Или, или даже первую помощь. Хотя он у нас будет танковать. Но топорист, он больше ДПСер, чем танк на самом деле. И, возможно, можно взять и ярость, да, чтобы добивать ребят. Дальше я ему взял, получается, телосложение на 5%. 20% больше профессионального опыта, но, наверное, все-таки сила. И на 5% меньше опыта из-за того, что мы взяли второй баф. Нам надо было взять какой-то дебаф, да, вот был обжор, жалование дороже, меньше опыта, движение, критический удар, грузоподъемность, депрессия или пьяница. Я выбрал глупость, и по той причине, что я сказал, что игра адаптируется, соответственно, нету смысла нам сильно рашить, получается, левел. Здесь то же самое, я взял телосложение и сила. Это чистый танк у нас будет, скорее всего. Хотя мы там легендарную дубинку можем взять. Возможно и нет. Но ему надо как телосложение, так и сила. Вот мечник точно танк. Соответственно, у него насмешка, режущий удар, также телосложение, сила и глупость. И последний у нас копейщик, у него будет телосложение, движение, потому что ему надо передвигаться быстро, меньше опыта и первая помощь. Будем лечить. Ну что, погнали. Так, жизнь наемника всегда сопряжена с трудностями. После напряженной схватки с разбойниками, самые ушлые среди ваших спутников бежали, оставив позади щедрое вознаграждение и разгневанного клиента. Желая подзаработать крон, но не ценой собственных жизней, они теперь ищут себе новое занятие. В конце концов, ремонт и выпивка сами себя не оплатят. Так. А нам даже не дали выбрать, да, получается? Регион, по идее, должны были дать нам выбрать. Ну что, собираем лут, да? И сейчас на нас нападут. Разбойнички. Так, первый уровень, 2 хулигана, браконьер. Наши клиенты. Будем вырубать. Так, ну и смотрите, получается... Вот эти клетки, куда мы можем поставить своих игроков, да, порядок действий. То есть в начале наших 2 ходят, потом ходит хулиган. Потом опять один наш ходит другой хулиган. И вот таким образом мы узнаем, кто и как ходит. Есть очки доблести. За очки доблести мы используем вот эти скиллы. Соответственно, да, вот здесь есть насмешки. Вот лечение. Ну что, будем вырываться, да? То есть надо как-то марчить. Спину накидывать. Лучника обязательно брать. Ну, начинать с ним биться. Ближний бой получается. Потому что в ближнем бою он наносит там очень мало урона. То погнали. Начнем с мечника. Все, вот так вот завязался бой. Теперь, если он хочет отойти, он получит удар по лицу, да? Больше мы ничего сделать не можем. Заканчиваем ход. Еще одним мы кем-то можем походить. Можем накидывать в спину, на самом деле. Да? В спину это обычно критический урон, да? Вроде. Или просто больше чуть-чуть урона. Я уже, честно говоря, не помню. Так, теперь ходит враг. Вот он на шестерочку пробивает и накидывает яд. Следующий ход будет
хулиган с кинжалом. Да, то есть надо обязательно с ним завязывать бой, чтобы он нам не прописал сзади по лицу. И, кстати, ошибка, да? Теперь мне придется копейщиком завязываться вот здесь. Но фишка в том, что копейщик должен на расстоянии бить. В упор у него намного слабее. Во-первых, удар, да, во-вторых, он отталкивает. То есть вот он оттолкнул, поэтому мы не завязали соперника нашего, да, лучника. И получим лицы со стрелы по лицу, да. Еще нас оттолкнут. Ну окей, да, давно не играли, будем вспоминать. Надо вот этого товарища добить, да, чтобы он не успел походить. Начнем, наверное, как раз теперь вот с копейщика, да. Семерочка, да, замечательно. И когда мы подходим, происходит окружение. То есть по нему сейчас будет намного больше взлетать удар. 6-8 мало, может ты сможешь. 6-8. Ну давай попробуем. Если что, через скилл мы тогда его убьем. Отлично, прошел крит. Соответственно, смотрите, доходим до какого-то уровня и получаем бонус. То есть ваши бойцы воодушевляются и наносимый урон существенно повышается. То есть чем больше заполнена эта полоска, тем лучше. А здесь вот враг бежит. Дальше что мы сделаем? Мы подойдем, дадим здесь, да, тогда ассист. Таким образом. Браконьер, соответственно, ты будешь ходить, то есть надо завязывать кем-то тебя, да? Давай вот так вот на 8 пробьем и пропустим ход. Вот сейчас вот он нам нанесет всего лишь единичку, да, а здесь он нам очень больно пробил. Ну и здесь тогда мы делаем толчок. И используем насмешку, чтобы ослабить. Урон снижается на 50%. То довольно-таки много. Да, вот он всего лишь пробил на 3. А так бы пробил на 6. Кого мы убиваем? Получается лучника, да? Со спины. Или можем... Нет, наверное, лучника. Надо убить так, чтобы вот этот товарищ не походил, да, но мне кажется, это не получится нам сделать. Хотя, если здесь мы сейчас кританем, то это вполне реально. Нет, к сожалению. Но мы можем вот так добить. Замечательно. Пали духом и бегут. Нет, мы хотим получить все равно опыт, да? Подходим здесь. Пробиваем пронзающим ударом. Окружаем. И добиваем. Ну, неплохо. Первые смерти. Первый лут. Чинить. Да, вот чтобы чинить наши доспехи, нам нужно сырье, да? Соответственно, ремонтируем. Забираем все, кроме трупов. Лутаем все, что видим. И заходим, куда нас не звали. Зеленая бочка надо изучить. Украсть. Воровать мы пока что не хотим. Давайте поговорим, да? Получается, альт можно подсветить. Здесь вот изучить, да? Тоже только украсть мы можем. Ну, пока что не крадем, узнаем, что хотят. Хотя во время Эдоранской войны мое дело расцвело, но я не могу не сочувствовать моим бедным пони. По вам видно, что вы не солдаты. Возьмите их, если сможете себе позволить, иначе они просто погибнут на поле боя. А ведь они ни в чем не виноваты. Так а как я возьму? Ты мне их бесплатно дашь? Ага, за 180 крон, да? Ну, спасибо.
Как подумаю, сколько людей не подковывают своих пони, так оставшиеся волосы рвать охота. Слушайте, купите у нас коня, а я вам подкову подарю. 50, да, стоит пока. Что там она? Скорость движения по миру на 3%. А у нас пони есть, да, вроде? Где было смотреть отряд? Пони, давайте посмотрим. Снаряжение. У нас пока что грузоподъемность. Тогда, наверное, откажемся от предложения. Так, ничего интересного. Ну что, идем по дороге и смотрим, что происходит. Вот это наша усталость, да? Так, очки. Изучаем бег, чтобы быстрее передвигаться по карте. И залетаем в город, да? Так, начинаем с кузни. Ага, нам надо профессию, да, выбрать. Давайте, кто будет кузнецом? А что тут за очки? А, пока еще нету никаких. Здесь профессия, да, плюс сила плюс 1. Что дает сила? Сила это получается критический урон, да? Урон от навыков. Ну, давайте, тогда ты будешь у нас кузнецом. Дальше, что еще есть? Ну, пока что только кузнецы, да, получается, есть. Так, почему я не могу выбрать? Умелец это критический урон, но нам урон критически не нужен. Танкам точно. Ну вот здесь, хотя здесь тоже, по идее, урон удвоен. То есть здесь тоже сила получается, да, нужна на вилах. Вот, урон удвоен, если навык применяется с расстояния. Да, давайте тоже пока что поставим силу здесь. Вот, на единичку. Но будем стараться, получается, Виллертом, да? Ковать. Где Виллард? Получается, у нас будет топорист. Что мы можем? Мы ничего не можем. После каждого изучения, да, мы создаем... То есть создайте первый раз, чтобы раскрыть превосходный набор в справочник. То есть мы, получается, еще что-то раскрываем. Так, а что у нас есть? У нас есть кинжал и лук. Но у нас нету ни ассасина, ни лучника, да? Что ты мне расскажешь? Вы можете воспользоваться наковальней. А еще я могу починить вашу броню. Да, кстати, я бы нанял умелого кузнеца, если вы вдруг кого-то знаете. Пока что никого не знаем. Городская ратуша. Госпожа мэр Гантранда. Вы наемники? Да будет вам известно, что мы здесь не рады беженцам. Вы спросите, почему? Потому что они заполонили наши улицы и теперь занимают тракты. Эдаран шлет отсюда всех, у кого есть ноги и рот, но кто не может держать меч. У вас полно работы, здесь хватает честного люда, которому нужна защита от нашествия беженцев. Так, я понял теперь. Подсветить мы ничего не можем. Дальше. Рынок. Андрей. Ну-ка, Андрей, что ты хочешь? Прошу, не можете ли дать вы мне немного еды? Ну что, давайте за один хлеб мы получаем, получается, влияние, да? Ну, давайте. Спасибо вам огромное. Я за вас помолюсь. Эрик. Ну же, взгляните на мои товары. Ну, это торговля, то есть это надо здесь покупать, а в других городах продавать, да? Ну и еда, это ничего нового. Что у нас по еде, где было? Еды нам хватит на 2 дня, да? Продавать, мне кажется, без разницы где. То есть можем ему сразу это продать, что нам не надо. И вроде, по еде, лучше всего было покупать вот здесь, да? Но это все готовить надо. Так что пока что купим, наверное, пару яблочек еще. Еда 2 за 3, да? А сколько тут было? Тут 4 за 6. То есть то же самое, в принципе.
Так, ну тогда You яблок touch давай it, купим. you buy it. Чтобы на 3 дня, да, было? Вот 3 дня. Отлично. Выходим. Так, еще я там кого-то пропустил, да? Ренар. For a few За crowns, I can пригоршню polish крон her я off. отполирую вашу броню. Прошу, я I'm so умираю от hungry. голода. Ну давай, выдадим ему. Here we Десяточку. go. Вот так. Чуток поплюем, начистим тут и там. Готово. Блестит, что So ослепнуть thank you можно. for all the money. Спасибо за деньги. It will be Я их well потрачу spent. с умом. Так, и 20 пропадает. Он у нас украл деньги. Но будем мстить. Аптека. Так, у нас алхимик, да, появился? Что у нас по алхимикам? Алхимик, ловкость. Но у нас ловкачей нету пока что. Ловкость получается у нас... Это лучники-ассасины, да? Так что пока что без ловкачей. И вот здесь мы получаем работу. Might she be looking for Не, work? не ищете ли вы часом работу? Задача эмиссаров — обеспечить выполнение всех We запросов regularly на update our услуги. job offers. Мы регулярно обновляем предложения работы. Так, ну что? Требуется помощь пьянице. Группа пьяниц решила выяснить отношения с беженцами. Забултык, но должна остановить, пока дело не приняло плохой оборот. Давайте начнем с легкого, потому что нам надо опыт получить, да? Так, отряд. В области уже угнано бесчетное количество скота. В ответе за это Ламблин с отрядом. Возмущенные фермеры решили собрать деньги на то, чтобы положить конец этим преступлениям. Это вниз, а это... То есть, получается, это юго-восток, а это юго-запад. Ну, плюс-минус туда же, да. Давайте возьмем. И всего мы можем 3 контракта нанять. Соответственно, возьмем еще юго-восток. Из-за того, что мы все равно туда идем. Но это уже будет средний. Башня на горе Алтис больше не безопасное место. После того, как туда пришла банда, которую возглавляют бандиты. Самое время прогнать их. Окей. Ну вот, да, отлично. Так, что у нас информатор? Эй, вы, да вы, ищете работу? Я могу дать вам советы и подсказать лучшие задания. Такие, за которые платят куда лучше, чем жалкие гроши в гильдии наемников. Так, ну такое себе это... Конечно, придется разговаривать с заказчиками и совать нос в чужие дела, но в конце концов, важно лишь то, насколько туго ваш кошелек набит кронами, не так ли? Это мы покупаем за влияние, и это мы можем все равно выполнить эти задания бесплатно, то есть платить я не буду. Что нам тут можем нанять, да, новых ребят? Ну, дикаря уже мы не берем, у нас уже дикарь есть, то есть мы будем стараться всех разных брать. Тут у нас лесничий, да, лесничий это, кстати, да, 30 и 60. Лесничего можем нанять, это у нас будет ловкач как раз. И, возможно, он будет, получается, алхимик, может быть. Давайте возьмем. На всякий случай проверю. Дикарь, мечник, копейщик. Да, лесничего у нас нет. А, кстати, по скиллам. Телосложение и движение. Очень неплохие скиллы. Но бег, да, бег не то, что ему надо совсем. Но вроде можно их переучить потом. Поэтому, в принципе, можно завербовать. Давай посмотрим последнего. Что у нас тут? Это воин, да? Воин у нас есть. Окей. Тогда берем лесничего. Что у нас там по деньгам? Он хороший ДПСер? Да, давайте возьмем, ладно. Присоединяется. Замечательно. Выходим и идем выполнять квесты. То есть нам вниз по дороге, да, один совсем довольно-таки далеко получается. Теперь мы можем бегать. Из приятных, да, новостей. Тут у нас что-то сверкает. Надо зайти, здесь у нас
насколько я помню, есть тюрьма. То есть мы можем, получается, разбойников, да, после того, как мы их дамажим, мы можем их сдавать в тюрьму и получать за это неплохие гроши. А вот это, насколько я помню, рыбалочка, да, а рыбалка тоже профессия. Да, вот мы нашли новую профессию. Здесь нам надо, получается, ловкость. А он уже сам выбрал ловкость. Ну, отлично. Ты будешь ловкач. Заходим в тюрьму. Нам нужны оковы. Тут также мы можем нанимать, но они не очень, да, насколько я помню. Урон на 10%, пьяница, бездельник, да. Таких нам не нужно. А ты? Урон больше. Так, телосложение хуже и лень, да? Ну, такие, конечно, персонажи. Не хочет он умирать. Копейщик у нас уже есть. Так, покупаем за 20-ку 3 цепи. Мы максимум... Ну, мы можем больше в плен брать, да? Но больше 3, к сожалению, у нас не выкупят в тюрьме. Так, где у нас здесь пьяницы? Ловим пьяниц. Это пьяница, интересно. Да. Вот наше первое задание. И нам пришло время отдыхать, да? Видите? Z. Когда у нас усталость уже появляется, у нас там идут дебафы, насколько я помню. Так, мастерская. То есть для мастерской это тоже умелец, да? На самом деле критический удар можно прокачать нашему ловкачу. Потому что криты он будет наносить серьезные. Отмычка нам нужна, мы получаем знания, да? То есть как только мы получаем 110 знаний, у нас еще открывается возможность какой-то перк изучить. Соответственно, изучаем все, что можем. Получили, замечательно. Рыбацкий крючок тоже ради знаний изучаем. И все пока что, да, мы все, что мы можем. Здесь ткани не хватает. Здесь веревки. Ну, отлично. То есть мы получили 2 знания, что мы можем изучить. Скорость движения по миру повышается на 5%. Это хорошая тема. Доблести +1 тоже неплохо. Метки заданий каннибализм нет. Дипломаты. Стоимость найма снижена на 10%. Ну, такое себе. Вот карьерные планы тема, да, при повышении уровня вы можете потратить влияние, чтобы добавить единичку к навыку. Наверное, я изучу карьерные планы и скорость движения по миру, чтобы мы быстрее бегали. Теперь надо отдохнуть, чтобы опасность 80%. Здесь нельзя отдыхать, к сожалению. То есть, скорее всего, из-за этих ребят надо отойти. Видите, уже накапливается как усталость. Если на нас сейчас нападут, мы очень сильный дебаф получим. Так, и 10% еще. Надо еще дальше отходить. Ищем безопасное место. Все, нету опасности. И спокойно отдыхаем. Так, 21, да? Ну нормально. Крючок, кстати, благодаря крючкам в лагере изготовили, кстати, вот мы 2 сырья, да, нам изготовил наш лесничий. И со свежими силами теперь можем ворваться. Пьяницам навалять, да? Где беженцы? Мы их сами вышвырнем. Всех вышвырнем. Да, я на веселе. Мне все тут опрокинули стаканчик. А вы как догадались, а? Провидцы, что ли? А, да плевать, отвалите. Нам еще беженцев из
Филтрена прогонять. Так, что мы тут можем получить? Ну, вина у нас нету, поэтому просто навалим им по лицу. Пехотинец и фалангист, да? То есть их всего 2, у нас 5. Ну, а нет, их 3, но они довольно-таки жесткие, ребята. Так, кто первый ходит? Ты, да? 4,7. По идее, его надо вязать. И надо вязать... тут кто? Копейщика тоже надо вязать, потому что он в упор довольно-таки слабо бьет. То есть вначале мы нападаем на тебя. Убивать, наверное, будем копейщика в первую очередь, да? То есть мы будем ему в спину накидывать. Смотрим, чтобы мы могли до него добраться. Да, потом здесь ты вяжешь вот этого товарища, а ты вяжешь этого. Отлично. 10, 10, 10. Окей. Ты добегаешь, ты добегаешь. Ну, погнали. Вначале с молота, тогда по лицу накидываем. Ты точно добегаешь? Так, замечательно. Насмешку пока что не используем. Так, что-то я тупанул. Вот же он, да. Ладно, ничего страшного. Ты здесь вяжешь этого товарища. По дороге мы можем кинуть бесплатное копье. На 7, да? Все, повязали пацана. Теперь ты спину накидываешь, да? Копейщику. Тут мы получаем немножко по лицу, но не сильно. У нас еще 2 ходят. Соответственно, здесь просто попытаемся добить. Сейчас мы его не отталкиваем, потому что его наш этот подпирает товарищ, да? То есть тут подходим, окружаем. Окружение вроде дает плюс 30 по урону, да? Получаемый урон повышен на 20%. Ну, окей, годится. Так, здесь все. Кто не ходил, но ты уже ничего сделать не можешь. Вязать здесь или все-таки ударить? Кто будет ходить? Ты будешь ходить. Давайте, наверное, ударим. Возможно, мы его убьем до того, как он походит. Хотя я, конечно, сомневаюсь в этом. 4 пробил. Неприятно, на самом деле. Ты когда будешь ходить? Хотя можем здесь теоретически, да, добить. Отлично. Добили. Получили воодушевление. А здесь сейчас мы сделаем 20% на удар, да? Кто будет ходить потом? Ты ходишь. Отлично. Есть окружение. Соответственно, здесь мы пробиваем раз. Или на самом деле здесь надо марчить, потому что иначе он травму нам нанесет. Поэтому да, надо помарчить вот этого товарища. Замечательно. Тут мы получаем немножко по лицу, но не сильно. И наваливаемся на вот этого товарища. Плюс 20 к урону. 9, да? Ну, так себе. Жестко накидывает пехотинец. Теперь здесь. Пытаемся добить. Пока что не получается, да? Кто у нас не походил? Ну, ты должен добить. О, еще с критом. Замечательно. Так, черту блеск. Пали духом? Нет, мы добиваем. Что за блеск? Может сгенерировать очко доблести в конце своего хода. Неплохой, на самом деле, перк. И здесь, кстати, неудобно, да, нам будет биться. Ну, встаем таким образом.
Теперь, кто добегает? Ты добегаешь, да? Давай, крит. К сожалению, не крит. Отойти можно, чтобы другим дать возможность ударить. Дальше. Топорист. Не, вначале давайте жахнем с виллы, да? С копья. Подойдем. Сделаем окружение. Ну оглушение здесь нету смысла. Вот мы можем оглушить, да, захватить в плен, но нам надо захватывать только разбойников. А эти ребята, они не разбойники. То есть смысла нету их захватывать. Ну, пока что легчайшее, да? Чиним. Оббираем. И получаем level up, да? Сила плюс 2, замечательно. Так, и перки, да, специализации. Каждый раз, когда боец завершает ход рядом с врагом и не вовлекается в бой, вам дается единичка воли, да? Здесь, когда боец убивает врага или когда боец завершает ход рядом с союзником. Ну, с учетом того, что он бьет на дальней дистанции, да, то есть он будет стоять рядом с союзником. И он не будет вовлекаться в бой. Поэтому мы берем славную поддержку. И силу, конечно же. Вот. 4-5 на 5-6. Это довольно-таки неплохо, да? Замечательно. Также мы получили щит. Мы получили щит, который дает чуть больше брони. Тут 10-2, тут 10-4. А у остальных тут все не очень, да? Ну что, первое задание мы выполнили. С чем я вас и поздравляю. Теперь нам надо освободить башню. Но вначале зайдем в шахты, конечно. Стоять! Ни шагу дальше. Эта соляная шахта принадлежит ее светлейшеству леди Гонтранде. Вы не можете просто так по ней расхаживать. Ну, кто это сказал? Заплатить, угрожать, убедить, да? Ну, платить я не хочу. Влияние я тратить тоже не хочу. Давай. Как пожелаете. Все равно соль не добудешь. Мешает пара железных жил. Толк не возьму. Что вам так понадобилось? А мне как раз железная руда и понадобилась. Так. Ага, нам нужен шахтер, да? Шахтер вроде тоже силу дает. Соответственно, кузнец у нас тогда Вилмерт. Да, давайте я вот пока что Виллер. Куз. Нет, чтобы я не путал, да? А ты тогда будешь у нас шахтером. А это телосложение. То есть это сила. Это кому здоровье. Здоровье мечнику точно будет. Потому что мечник будет всегда самых тяжелых игроков на себе держать. Давай пока напишем. Короче, шахтер ты будешь. Пока что. Пока не вызовется желающий стать шахтером. Давай, пока будет тут шахтер, тут кузнец. Пишите, кем вы хотите быть. Кузнец. Соответственно, здесь у нас... уберись, пожалуйста, надпись. Умелец. Умелец. Так. А здесь еще пока что неизвестно. Не все профессии раскрыты, да? Все, погнали собирать руду. Шахтер, да? Давай. Раз, два. Плюс 6 руды, замечательно. Где еще у нас? Промахнулся. 8 руды, прекрасно.
Все, больше нету. Вы избавились от железа? Отлично. Можно продолжать работать. О, еще и получили влияние. Все. Все свободны. Так, что у нас тут? Розыск, да? Стража не разыскивает вас пока что. И разве это не прекрасно? Ферма Лундов. Так, давай зайдем. How could Как они могли? Мы даже не сопротивлялись. А они убили нашу дорогую Люсиллу. mad with grief? Обезумев от горя, ее отец погнался за ними к We мельнице. hope he caught up. Надеюсь, он их догнал. Эти воры заслуживают смерти. Так, отмычку можем использовать, да? И нам нужен вор. Нам нужен вор. А вора-то у нас нету пока что. Вор должен быть лучник, насколько я помню. Что там вор может? Ловкость +1, да. То есть ловкость это критический удар. Ну, пока что вскрываем тобой, наверное, копейщиком. Так, тут надо аккуратно действовать. Отмычка у нас всего одна, да, вроде? Пытаемся нащупать. Замечательно. Что у нас тут? Винишко, денежки, да, и ткань. Эх, осуждаю я, конечно. Она тут горюет, а мы вот так вот. Ну, где украсть написано, мы не берем, конечно. Коноплю вот возьмем. О, и древесина. Так, лесоруб нам нужен. То лесоруб вроде это сила, да, была? Сила, отлично. Соответственно, дикарь вот будет лесорубом у нас. Давайте дровишек нарубим. Похрустели, 8 древесины получили. Замечательно. Все. Больше мы ничего тут не можем, да, вроде? Идем дальше разбираться с ребятами на вышке. Давайте спросим, что вот эти могут нам предложить. Вы разбойники? У нас ничего нет. Мы просто беженцы, спасающиеся от Эдоранской войны. Умоляю, отпустите нас. Так, нет, хлеба я вам не дам. Идите куда шли. Доски мы берем. Доски, кстати, тяжелые. Так. Вот разбойники, кстати. О, тут, походу, он все-таки их догнал, да? Я думаю, никто не против, если я тут полутаю чуть-чуть. А, тут еще кто-то живой, да, остался? Деньги. Страница. Вначале лут, потом разговоры. Правильно? Давай. Он всех убил. Настоящий безумец. Меня ранили. Помогите. Так, получим денег или лекарства. Не знаю, фишка в том, что... Сколько у нас этого лекарства? 3. Это лекарство лечит травму. Тут мы получим деньги и влияние. Здесь он вроде к нам вступит, но мне кажется, это лесничий. А мне лесничий не нужен. Поэтому просто баблишко заработаем. И все. Хороший был парень, но бабки есть бабки. Так, и еще здесь, да? О, знания мы получили. Отлично. Если я что-то буду пропускать, да, вы знаете, вы пишите. Но только в том случае, если я что-то пропустил, а не дошел до этого еще. Так, у нас 2 знания. Мастерская. Здесь мы можем вить веревки, кстати, из конопли, да? Это тема. Наковальня. В наковальне надо, кстати, вот тоже мы можем броню прокачивать.
Что нам надо? Набор для подмастерья. А, это мы уже можем, да, получается? Здесь лекарства, вот это все мы можем тоже изучить. И две профессии еще не изучены. Кстати, вот у нас босс локации, да? Факел, отмычки. Ну, надо здесь что-то подумать. Реставрация. Рационы, но нет. Жалование, выплачиваемое спутников, снижено на 10. Сколько мы платим? Текущее жалование 94. Но это нормальная тема, 10%, кстати. А здесь ради крон ваши спутники будут обыскивать тела в самых неприятных местах. Кроны, получаемые после битвы, повышены на 5%. Ну давайте, у нас беда будет с деньгами, поэтому изучаем. Так, вот это ребята, да, которых нам надо... Нет, это не они. Но можем их хлопнуть тоже. 3,2, кстати, уже довольно-таки большое количество. До этого мы бились двумя-тремя, а тут уже целая толпа, да? Так, кто ходит первый? Ходит первый хулиган, его обязательно надо марчить. Получается, лучника тоже надо марчить. Ты не дойдешь, если мы аккуратно станем. Ты у нас кто? Ты у нас умелец. Ага, здесь тоже, да? То есть, как мы делаем? Тут марчим. Здесь, наверное, тогда умельцем помарчим, да? Тут таким образом. Тут здесь. Так. Так, сложно что-то. Я просто хочу умельцем именно бить, да? В спину, а не в контакт вставать. Но пока что не понимаю, как это сделать. Потому что лучников точно надо марчить, чтобы они нам урон не наносили. Сюда. 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 Ну да, получится все равно придется марчить ему. То есть ты этого, а ты уже дерешься с лучником. Ты добегаешь, не добегаешь. Отсюда добегаешь, да? Здесь мы просто в спину тыркнем. Ну, погнали. Тогда начинаем с тебя. Семерочка. Отлично. Отравляет, вот что мне не нравится, конечно. Так, кто у них следующий? Следующий у них лучник ходит, поэтому мы подходим к хулиганам, да? Возможно, даже надо лучника вначале убить, чтобы освободить нашего умельца. Так, следующий кто? Следующий ты. Тебе тоже спуску нельзя давать и вставать так, чтобы до нас не достали. Вот этот товарищ хулиган. Хулиганы, хулиганы, помогите. Так, следующий. Ага, и ты. Ну, тут тебе могу предложить по лицу с топора, с дубины точнее. Да, жесткие ребята, то есть в первую очередь надо все-таки вот этих убивать. Так, ты не добегаешь в этот ход. Соответственно, здесь пытаемся убить тебя в первую очередь. И попытаться подойти к своему, чтобы получить очко доблести. Да, вот так, кстати. Все, славная поддержка работает. Сейчас нам дадут одно очко доблести. Но это очко доблести дается только на этот раунд. Да, этот гаденыш, смотрите, куда идет. Шахтер может немножко пострадать. Так, ну ты не страшен мне. Ага, то есть он потом бьет. Вот эти два человека. Потом хулиган. Так, смотри, здесь мы 4-5, да, не добиваем никак, к сожалению. О, здесь мы можем уже оглушить, да, и захватить. Шанс успеха 58%.
Но с учетом того, что у нас всего 3 цели, которые мы можем захватить, да, а их еще 5 человек, то лучше его грохнуть просто. А чтобы его грохнуть, надо на один шаг сделать назад. Нормально насадили. Соответственно, подбегаем здесь, дадим ассист сюда. И чтобы мы смогли побежать дальше, да, там уничтожать. Так, ну двоечку, окей. То есть теперь надо этого хулигана убить. К сожалению, в спину мы зайти не можем, но окружить, по идее, у нас получится, да? А это, между прочим, плюс 20%. Восьмерочка слабенько. Да, здесь сейчас в спину нам накинуть. Знаток щитов, кстати, сработал, да? Тут пытаемся добить. Добить не получается. Держимся. Кто последний? Так, ну здесь, к сожалению... А здесь мы можем, кстати, через скилл, да, уйти, по идее. Отскочить, добить здесь и уже бежать помогать дальше. Мне кажется, это хорошая тема, потому что... Сколько у нас шанс захватить? 63. Нет, пока что не рискуем. Потому что здесь уже помощь нужна. Причем мы сейчас подойдем, еще копье кинем на халяву. Тебя, да? Или лучше здесь добить и уже завязать? Ну, тебя завяжет кто-то другой. Давай добьем лучника. Все-таки, наверное. Так, отлично. Здесь бьем, получаем, к сожалению, урон от яда. Да, единичку. Новый ранг. Ага, и ходит опять хулиган. Следующий. Я ничего сделать не могу. Единственное, я могу попытаться вот этого товарища убить, да, допустим. 6-7, если крит пройдет, чтобы не было удара в спину хотя бы. Надо пробовать. Да, не получилось. Он может травму нам нанести из неприятных моментов. Тут кто-то хоть добегает, никто не добегает. Но здесь надо вязать лучника. Давай лесорубом завяжем. Ой, хорошо, 12, да? Нормально. А вот этим товарищам получается бежать лечить. Яд. Захватывать сейчас я, наверное, не буду. У нас еще есть там вышка это разбойников, следующий квест. То есть мы еще там сможем захватить. Здесь попытаться продамажить. Да, достаю замечательно. На 11. Единственное, что не получил, да, я? Но здесь я убиваю, получается. Воодушевление. Замечательно. Здесь... Нет, отмена. Здесь вяжем. Кто ходит? Опять это, да, товарищ? Да, он прям шустрый у нас, товарищ. Возможно, мы сможем его через ярость сейчас убить. И тогда он ходить не будет. Да, давайте так и сделаем. Соответственно, здесь отступить не хочу. Я хочу добить. Еще и скрита по лицу. Замечательно. Получаем какой-то лут, получаем денег немножко, да, получаем опыт и чинимся. Так, что у нас здесь? Давайте сравним, во-первых, кинжалы. Ловкость плюс 2, навык. А здесь ловкость плюс 4. Соответственно, логично, что мы берем, да?
И шахтер у нас левелап получает. Шахтер. Шахтер, ты у нас мечник. То есть мечник точно в силу идет. В силу и в тяжелую броню. Так, оборона снижается до нуля. Бойцу и всем союзникам в области дается защита. Наносит всем бойцам в области 7 урона. 2 раза. Но здесь я вот хочу брать именно дисбаланс, потому что урона у обороны до нуля это имба. Плюс мы будем одевать тяжелую броню. Годится. Так, продолжаем. Соответственно, куда нам идти? Видим, что наверх. Берем лежащую бесхозное железо. То есть нам здесь наверх, получается, и налево, да, надо будет? Я так понимаю. Так, у нас, да, уже лагерь, подустали ребята. Соответственно, дальше у нас умелец будет создавать предметы и получать знания. Раз готово. Факел мы можем изготовить? Пока что нет. Крюк мы можем изготовить. Изготавливаем. Что мы можем еще изготовить? То, чего мы не изготавливали. Для палатки нам надо 2 веревки, у нас нету. Тут соль нету. Котел мы можем, да, изготовить? Здесь можно готовить сытные блюда, дающие бонусы отряду. Ага, повар, да? Снижает потребление. Кстати, тема на самом деле. Так, давайте котел выставляем. Гибкие ремесленники. Титул мы получили, да? Так, и посмотрим. По идее, повара, да, нам должны были дать. Телосложение плюс 2. Телосложение плюс 2 это тоже танк. Соответственно, кузнец, дикарь, шахтер, да? То есть кто повар, пока что непонятно. Но кого-то можно просто сюда поставить. А, или это обязательно повар, да, должен быть? Да, походу обязательно повар. Повар нам понадобится, но пока что непонятно, кто он будет. Нам надо еще людей. Так, лагерный сундук. Предметы, которые хотите сохранить. Немного продает украденные предметы. Так, навязь. Давайте просто изучим, хотя довольно-таки дорого, возможно, не стоит. Нам еще броню ковать. То есть, наверное, я не буду это строить, потому что... Хотя мы тогда навык получим. Вначале здесь мы пытаемся изучить. Пока что грузоподъемность у нас хорошо. Так, повышает количество контрактов в списке целей на 1. Это неплохая вещь. Контракт, который можно принять в списке целей. Ага, то есть принять это получше. То есть мы смогли бы 4, да, взять контракты и идти сразу 4 контракта выполнять. Ага. Здесь пока у нас повара нету, смысла нету ничего изучать. А тут тоже пока что непонятно. Тут надо подумать. Количество контрактов это хорошо. Ну ладно, пока что не тратим тогда. Просто отдыхаем. Смотрим, что у нас тут по еде. Вот у нас, если мало еды, да, соответственно, мы будем отдыхать. Мы отхватим очень сильно дебаф по счастью. И нам уже, кстати, еда сейчас нужна будет. И повар нам все-таки нужен будет тоже. Ладно, отдыхаем. Так, отлично. Плюс 4 спутникам, 13 у нас счастье, да? Получаемый в бою опыт повышается на 15%. Замечательно. Ну что, идем давать люлей на вышку. И, наверное, будем на сегодня заканчивать. Где эта вышка?
одна звезда, да? Так, на нас кто-то решил напасть. Ну, ладно, давай нападем, раз они настаивают. Приспешник рейдер. Дезертиры. Тогда уже вышка, наверное, будет в следующий раз. Ну, они разделились, да, то есть, как в фильмах ужаса. Если что-то не знаешь, всегда разделяйся. Это закон мудрости, так сказать. Ну, пускай эти ребята пока подумают, а мы вот здесь пообщаемся с людьми, да. Кто здесь самый опасный? С кувалдой вот этот товарищ, что он целится по области, то есть он прицеливается и на второй ход бьет. Это халява. Это что, целится по области тоже халява. А топористы бьют очень больно. Соответственно, будем вначале убивать топористов. Да, топористы очень неприятные люди. Причем вот этими вилами мы можем сбивать вот этим ребятам удар. Соответственно, ты подходишь. Кто у нас будет бить? Сколько? 4, 6? 6, 7. Да, тогда топорист на топориста пойдет. 7, 9. Ну, тут посерьезнее урон. Тогда идет вначале шахтер, потом умелец. А дальше мы уже будем думать. Давай ты влетаешь. Последняя проверка. Добегает. А, мы не добегаем здесь. Да, то есть, а вот с этой позиции ты добегаешь. Отлично. Тогда так, наверное. Давай здесь встаем таким образом. 10%. А вот если мы дисбалансом ударим, то будет 0. Но пока что не тратим очки доблести. Они нам понадобятся на следующий квест, на башню. Так, тут накидываем спину. И накидываем яд, да? Хорошо. А эти пока и подходят, да? Четверочку неприятно, но терпимо. Так, ну и тут, в принципе, без разницы, кем в начале атаковать. Давай топористом проатакуем. Вот это прицеливание, да? То есть он прицелился, следующий будет, получается, ход, он ударит. Но благодаря нашему копейщику мы его прицеливание сбиваем, да? Так, можно повернуть, проверить. Отталкиваю? Да, я его отталкиваю. Смотрите. Оп! И все на этом. Здесь подходим, чтобы получить очки доблести, да? Этот, наверное, вот тут прицелится. Ага, то есть таким образом, да. Ну, хорошо. Ну и тут, раз он подошел, да, то есть мы не доставали, а теперь достаем. Соответственно, жахнем ему спину. Главное сейчас добить топориста, да, вот этого, и вот этих двух. Здесь надо будет оттолкнуть перед тем, как он будет ходить. Давайте вначале здесь добьем, я надеюсь, 6-8, да, не добиваем, к сожалению. Но все равно продамажим. Ребята подходят. Что это за значок, кстати, интересно. Так, ну здесь тебя надо отталкивать обязательно. Отталкивать может только копьеносец. Хорошо. Сбили. Прятались. Он опять будет прицеливаться. Ну, удачи тебе. Так, тут надо добивать. Добьем, да? Замечательно. И вставать так, чтобы до нас вот эти ребята не добегали. Ага. То есть ты так, ты так. Ну, встанем где-то, сгруппируемся, да, рядом.
Снежок, кстати, так прикольно хрустит. Здесь ударим. Но опять же, чтобы по нам, да, не залетело. Ты не добегаешь, ты не добегаешь. На тебе по лицу. Можем добить, в принципе, вот эти два дополнительных очка, они после боя пропадут, соответственно. Почему бы лишний раз не ударить? Ну, хотя лучше на этих ребят оставить. Здесь я его и так уничтожу. Так. Добиваем тебя. Отходим от удара на всякий случай. Вдруг у нас не будет возможности его оттолкнуть, да? Лучше все-таки не стоять. Так, кто ходит? Ты ходишь следующий. Кем ударить? Можно ударить здесь. Убьем или нет, интересно. Не убили. А, мы типа... То есть, если я сзади нападаю, мы не вступаем в ближний бой, да? А если впереди, то вступаем. Ну, тогда надо добивать и отходить. Просто я чуть-чуть отойти хочу вот от этих ребят. Отлично, они подходят поближе, да? Ты что-то можешь? Не можешь. Соответственно, надо его начать бить. Желательно его забрать до момента, когда он по нам начнет херачить. Хотя бы одного убить. Так, вот это неприятно. Но здесь мы собьем. В принципе, ничего страшного. Мы вот таким образом сейчас здесь вначале в спину накидаем. Ой, хорошо. Так, тут он подходит. А здесь надо отходить, потому что вот этого товарища, да, ход. И надо сбить обязательно вот этот удар. Отталкиваю я его или нет? Выглядит, что не отталкиваю, да? То есть мне надо чуть-чуть вот так встать. Да, так отталкиваем. Замечательно. И к нашему подходим, чтобы получить очко доблести. Так, здесь. Здесь я, к сожалению, ни до кого не достаю. Но, блин, надо уже подходить здесь, начинать махаться вот с этим, получается, топористом, да? Давайте сзади обойдем. Вот его скилл срабатывает. Не сработал. Ни по кому он не ударил, да? Так, и тут из неприятного он сразу первый же и бьет. 2. Ну тогда тут надо по-любому его отталкивать. Или убивать. Если я вот отойду на клеточку, то мы его убиваем. Замечательно. А еще и к урону, да, получаем? Здесь мы даем 30%. Плюс получаем плавную поддержку. Кто следующий ходит? Ага, топорист. Ну давайте топориста мы тогда через насмешку снизим урон. И толчок сделаем. Так, урон повышен на 50%, если у цели все еще есть броня. Двоечку, отлично, насмешка сработала. Но тут уже халява у нас, да, получается? Тогда вначале добиваем тебя. Пали духом, нет, мы их добьем. Раз они на нас полезли, правильно? Не хрен было лезть. Здесь в спину накидаем. Раз. И уже можно... можно оглушение, да, использовать. Но и оглушение используется только если у нас есть обычный первый навык. Соответственно, так как мы ударили, уже этим товарищем мы оглушать не можем. Но зато можем использовать сбивающий удар.
Он опять прицеливается. Ты добегаешь и оглушаешь, да? Да, вот оглушение. 72%. Хорошо, повязали. И надо вот этого товарища также оглушить. Но вначале надо его немножко покоцать. Главное не убить, а только покоцать. Вот так вот, хорошо, на 8. Отходим. Так, пытаемся, да? Оглушить. Так, 2 оглушили. То есть нам еще 1, в принципе, нужен, чтобы сдать их в тюрьму. Получаем топор, но топор бесполезный. Их же еще кормить надо. А у нас, кстати, еды нету совсем. Так, лесоруб. Лесоруб тоже сила. Но лесоруб у нас будет... Что? А, нет, лесоруб тоже будет херачить, да? Ослабляющий удар. Ядовитый удар. 7 бойцам в области 7 урона. Так, ну это средняя броня, а я ему хочу впоследствии дать большую дубину. Соответственно, ему нужна тяжелая броня, и тут, как говорится, выбора нету. Берем разрушителя. Так, что у нас тут? Ну, давайте последнюю битву на это. И все на сегодня. Хулиган-браконьер. 175 золота нам дадут. И надо захватить еще одного товарища. Так, а тут туман, да? То есть они где-то здесь, но мы не знаем где. Мы можем сами в туман встать, но мы все равно ничего не видим. 4, да? Мы видим 2. Мы не знаем, где вот этот браконьер. Ну хорошо, тогда вот этих вначале мы помарчим, а там дальше будем думать. Тех тогда здесь поставим. Прикроем наших вот этих 2 товарищей. И пойдем вначале шахтером, да? Шахтер только доходит... Кто следующий? Ага, потом ты. Здесь капкан надо будет обходить, да? Нет, не хочу я. Опасно. Давай я подведу вот так. Когда ты там? Ты вообще, да, последний? Ну давай здесь марчим тогда. Ага, увидели, да? И, к сожалению, уже поздно. Слишком я резво побежал. Пропускаем. Его точно надо марчить, но никто до него не добегает, да? Вот это беда. Хорошо, тогда мы убиваем по-быстрому вот этого товарища. Ага, еще... Но я понял, окей. То есть там лучник, да? Ну, браконьера опять надо марчить. Делаем толчок. Ослабляющий удар пока что не делаем. Добиваем хулигана. Здесь мы получим, да, по лицу. Скорее всего. Но зато удар не в спину будет. Здесь можем кинуть, пока подходим, копье. Ну, халяву, 10 урона. И, возможно, мы даже его убьем, кстати. Чувствует мое сердце, да? Отлично. 16. Получите, распишитесь. Подходим, чтобы получить доблесть. Так, ну да, вот он, к сожалению, того, у кого нет меньше всего брони. Здесь зато мы добиваем лучника. Кстати, можем его взять в плен, да? 58%. Или лучше того возьмем. Потому что я хочу хулигана убить. Наверняка. Давай ворвемся сразу, посмотрим, где он находится. Так, кто ходит? Ты ходишь, да? Ну давай.
Заходим ему в спину. По лицу как прилетело, да? Сразу убьем. Ну что, тогда хулигана, получается, будем брать в плен. Пали духом. Нет, вы так просто от меня не отделаетесь. Главное не перестараться просто. Мы можем его убить. 11, да? Маловато. Придется получить по лицу, походу, все-таки, да? Мы можем его подлечить, конечно. Какой урон мы нанесем ему? Мы можем его убить вообще. Чтобы не убить, надо в упор вставать. Давай, ладно, подлечим здесь. Подходим в упор. И, наверное, вот таким. Хотя можем ударить так, да? А, нет, так нельзя бить, потому что он выйдет из этого. Из боя. Десяточку, а замечательно. То есть в следующем мы уже сможем его захватить. Но здесь получаем урон. И если не захватим, придется еще вот этим товарищем хватить. 76%, да? Ладно, пропускаем здесь. Пропускаем. И пробуем захватить. Все, третьего мы разбойника захватили. Выполнили задание. Получили еще броню разбойника. Получили ловкость плюс 3. Да, но у нас плюс 4. Немножко деньжат. Починили. Так, а почему у нас только... А, это сейчас, да? У нас 3. И можем залутать еще. Что у нас тут по луту есть где-то? Давай, копейщик. А это, кстати, серьезный замок. Так, 2. Ломали отмычку. Замечательно. Вор подмастерья уже, да? То есть, кто у нас там получил вор? Копейщик. А, ну уберись. А, ловкость плюс 1. Ну, блин, но... Критически. Здесь нужна сила, к сожалению. То есть, буду я менять. Жалко опыт, да, терять. Ох. Да, ну ладно, что поделать. Что у нас тут? О, какая легкая броня. Воля и знания. Замечательно. Так, это все? Еще одна у нас тут. Возможно, все-таки останется, да, у нас получается. Так, последняя отмычка. Надо очень аккуратно. О, жратва, жратва нам нужна. Так, это все или еще где-то что-то есть? Спрятано от моего зоркого взгляда. Вроде все, да? День. Ага, конопля, нашел. Вроде больше ничего нигде не светит. Изучаем книжку. Раз. Получается, что у нас есть? Новая броня. Выдаем в первую очередь нашим... Так, топорист, кстати, да? Топористу точно надо силу, чтобы рубящий и ярость, да? То есть мы тратим влияние, чтобы улучшить. Потому что плюсы не очень выпали. Берем так. И топорист у нас, в принципе, все-таки damage dealer. То есть мы ему тяжелую броню не берем. 3 раза вот он может с топора дать, рассекающее, значит, всем бойцам целевой области. Я, наверное, буйство возьму. То есть 3 раза он ударит 3-5 урона.
И ему дается ярость. То есть, а ярость это плюс 50% к урону. Соответственно, будет у нас берсерк. И так как он не может носить тяжелую броню, ну здесь обе легких. То есть, кому выдаем? Ну, давайте выдадим тут плюс 4, да? И лесоруб. Не, наверное, вначале все-таки нашему мечнику. Плюс 1, да? Слабенько, но хоть что-то. Дальше. Что у тебя? У тебя броня плюс 8, то есть очень слабая. У тебя вообще броня 5. Ну вот бери хотя бы такую. То есть, в принципе, хоть как-то, да, хоть что-то мы одели. И волю. Что у нас воля давала? Боевой дух бойца во время сражения. И повышается критический удар. То есть это мы выдадим нашему второму дэмэдж-дилеру. Где эта штука? Вот тебе, пожалуйста. Так. Это все хуже, да? Можно было ли как-то сортировать? Да, сортировать можно было. По редкости, по типу. Так, что у нас здесь? Пути. Так, что мы тут что-то можем получить? Обнаружить не менее 5 мест. ОП. 1 ОП. Получаем 1 ОП. Это, наверное, знание, я не знаю. Вот ОП здесь. Так, эрудит. Получаем 2 ОП. То есть мы типа можем увеличить уровень. Я понял. Все, что мы выполнили, да, пока что? Хорошо. То есть сила и слава. На пути силы и славы вы встретите множество опасностей и серьезных противников. Но щедрые награды ждут тех, кто пройдет его до конца. Куйте лучшую броню, нанимайте храбрейших спутников и сражайтесь плечом к плечу, пока ваши имена не зазвучат даже в самых дальних закоулках 5 королевств. Путь торговли и изготовления сулит баснословные богатства даже отъявленным скромникам. Но это торговля, преступности, хаос, это подозрение, но это идущие по пути преступности и хаоса ступают на скользкую дорожку, и их ненавидят дворяне и проклинает стража. Но даже набеги, грабежи, налеты на караваны и убийства могут сделать вас защитниками простого люда 5 королевств. Или их бичом. И тайные мудрости лишь любопытнейшие искатели отваживаются идти по пути тайн и мудрости. Окей. Справочник. У нас 3 очка опыта. Что мы изучим? Больше контрактов. Наверное, да. Но опять же, я хочу вначале дойти до, получается, города, да? Выковать там броню нам. Можем ли мы здесь спуститься? Теоретически должны. Давайте пройдем. Так, ну, опять драться сейчас не будем. Давайте просто пробежим. Так, волки, аккуратно. Ага, лагерь лесорубов как будто, да? Давайте изучим. Деньги и шар для побоища. Интересно. Нежный барс, мы устали. А здесь волки, да? Нам не дадут отдохнуть, у нас нет еды. Хотя мы что-то вроде получили, может хватит. Не хватает, к сожалению. Но чуть-чуть надо пройти, потому что там волки, да? Если сейчас на нас волки нападут, это будет очень печально. Ага, здесь еще, ребята. Так, ну это плохо, на самом деле. Ищем место. Вот, нету уровня опасности. Отлично. Минус 2 у нас будет, к счастью, но у нас еще 13 остается. В целом нормально. Шахтер получает черту аскет. Потому что он мало ест, да, насколько я знаю? Да, на единичку меньше. Замечательно. Ой, пошло, да, вы посмотрите. Так, ну сейчас мы ни в какие драки не влезаем. Пытаемся проскочить мимо этих ребят.
Заброшенная башня, да? Ну, пока что не идем. Просто дойдем до города тогда. Сдадим преступников. Возьмем железо халявного. Так, ага, еще нам деньги надо заплатить. Так, и здесь у нас тюрьма, да? Вот в тюрьму нам и надо. Так, аккуратненько уворачиваемся. Кстати, рыбалочка, да, но у нас рыбаков нету. Нанять бы нам лучника было бы неплохо. Давай поговорим. The Lady Mayonnaise has offered a reward Госпожа for мэр any outlaw назначила captured награду in за the каждого region. пойманного в регионе You should give разбойника. bounty hunting Вам a стоит try. попробовать себя в охоте за головами. Так, выдать пленника. Сколько? 55 нам монет дадут? Давай проверим. 370. Thanks for Да, ну contributing. 55 маловато, конечно. Thanks for contributing. Thanks for Все, contributing замечательно. to Что у нас law здесь? and Эфир. order. Шанс поимки врага увеличивается на 15%. У нас подмастерья нету, да? Окей. Есть ли какие-то новые ребята? А, это я их сдал, да? То есть они не хотят со мной общаться. I don't want to die here. Кто ты, трудяга? Не, хреновые. Так, ты тоже, да? А I ты don't want что? to die. Трудяга, хищник. Требует мяса или рыбы, да? Глупость. Ну такое все. Все, выдвигаемся к городу. Так, железо захватываем. Медленно как-то ребята передвигаются, конечно. Хотелось бы побыстрее. Город у нас где-то там. Вот он. Штромкап. Так. Прожал я бег, слишком долго держал. Все, ребята выдохлись, да? Все, залетаем. Сдаем квест. Поближка отсыпь мне, пожалуйста. Спасибо. Что еще у нас есть? Так, у нас один квест на юго-западе, да? То есть давай еще что-то выберем. В сторону юго-запада. Так, а в сторону юго-запада больше ничего нет. Вот есть старый маяк, да? В принципе, возьмем. Но это опять где? В другую сторону, да? Ну вот, и логово бандитов. Но это тяжелый, то есть... не знаю. Логово бандитов. Ну, посмотрим. Может быть, осилим, да? То есть старый маяк мы уничтожим. Отряд. Банда. Рассадник крыс. Мы вроде могли еще одно задание, чтобы, да, нам давали. Количество контрактов показываем в списке целей. Ну, давай посмотрим. Может, что-то еще поинтереснее даст. Ага, сразиться, да? Опасный человек, которого разыскивают за серию убийств. Я пока, наверное, не осилю. Ну, давайте этих два сделаем, потом вернемся. Пока что тогда мы идем в кузню и выкуем себе броню уже нормальную, да? То есть круглый щит. Почему мы не можем... А, вот, то есть нам надо метательный в начале серп. Критический урон 5%. Это нашему будет этому... Нашему умельцу лесничий, да? То есть мы тебе даем этот топор. По идее, да? Почему не получается? Я не понял. Ну-ка. А, требуется уровень 2 у 1001 уровня. Окей. Так, соответственно, мы выковали. И нам все равно никакое оружие еще не открылось почему-то. Давай ковать дальше тогда.
Круглый щит, кстати, это будет лучше, чем у нас есть, насколько я знаю, да? Тут 10-4, тут 11-5. То есть нам надо два таких. Но вначале один изучим, чтобы получить рецепт какой-то. Так, не попал. Попал. Жалко, то есть не очень хороший щит. Ну, хотя неплохо, то есть сколько? 13-7. 13-7 выдаем кому? Выдаем тебе. И нам еще один такой нужен. Нам бы и вот это еще выковать. Но и лохмотья, да, мы можем броня 10. Но вначале все-таки щит. А, рано нажал. Похоже, да? 12-6. Окей. Так, ну-ка выковываем тогда и серп тоже, чтобы получить эти плюшки первый раз, да? А лохмотья мы уже не можем создать, потому что ткань у нас закончилась. Окей. Так, замечательно. Теперь продаем все, что нам не надо, а нам не надо ножи вот эти, да, получается? You can use my anvil. I Так, can also repair your armor. то есть Oh, нам не нужен and I'm серп, looking to hire a skilled blacksmith. нам не If you нужен happen to know метательный нож, у нас есть топор. Безделушку тоже продаем. И вот этот щит, да, и вот это вот все. Броня 5, броня 8. Что у нас остается? Это все нам пригодится. Круглый щит надо одеть, естественно. Соответственно, вот это все барахло продать. I can also repair your armor. Oh, Ну что, неплохо. 1000 у нас денег, да? if you happen to know. Покупаем тогда еду на ярмарке сейчас. Пока что будем фруктами питаться. Вон тут заниженная стоимость. Выкупаем всю капусту. И можем выкупить еще что-нибудь. Давай выкупим виноград. Сколько? 2 дня это маловато. 3 дня уже нормально, да? Нам нужен повар обязательно. Кто у нас там есть? Есть ли кто-то еще наняться интересный? Так, ты мне не Of интересен. course. You're then a Ты кто у нас? adventure called. Дикарь. Дикарь у нас уже есть. Хотя берсерк, разрушитель, боец, лесничий. Дикаря нет у нас. Но ты с дубиной, да? То есть с дубиной у нас есть... А, нет, разрушитель с топором. А это не дубина. То есть с дубиной у нас нету никого. Вот, воин есть. Хотя воин это у нас берсерк, а не воин, да? Так, лучник. А вот лучник нам нужен как раз таки. Лучник нам нужен. Ловкость и жалование. Вообще идеальный лучник. Лечение. Лучника берем. If I join you, I'll no longer Давай, be a burden for вербуем. my family. И, соответственно, ну какой-нибудь чопчик. Повар нет. Я бы вот ему вора бы дал бы, да, получается? Кто у нас сейчас вор? Где вор? Это умелец, шахтер. Ты вор, да? То есть копейщик. Ты будешь каким-нибудь лесорубом там, я не знаю. А вот или повара. Ну хотя тебе телосложения не надо. Тебе нужно критически... Вот тебе ловкость. Будешь алхимиком. А, нет, тебе же сила нужна. Так, подожди секунду. Разрушитель. Возможно, все-таки лесоруба, получается, лучше поставить на телосложение, да? На телосложение. Будешь поваром. А тебя мы поставим лесорубом. Да, наверное, так сделаем. Ты будешь повар.
А ты у нас лесорубом будешь. Лесоруб. Соответственно, не нравится это им. А что, кому сейчас легко? А ты у нас, соответственно, вор. Все, замечательно. Лесоруб, шахтер, повар. То есть, кого у нас нету? Лесоруб есть, рыбака нету, да, воля. Что воля дает? Критический урон. Повар есть, вор есть. Шахтер, кузнец есть. И алхимик. Алхимика у нас нету. То есть умелец тоже он критический урон дает. Ну ладно, с алхимиком мы еще разберемся. Самое главное у нас уже есть, как говорится. Теоретически, да, это одно и то же. И тут дубина. Ну все, а на сегодня мы будем заканчивать. И пишите, стоит ли продолжать, будем ли мы проходить. Все зависит от вас, от вашего интереса к игре. Лайком и комментарием. Все, на связи. Всем благ, удачи.